Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня я покажу вам, как связать штанишки. Эти штанишки идут в комплект к туничке. Мастер-класс уже есть на канале. Позднее будет еще мастер-класс на чепчик. Эти штанишки можно связать из любой пряжи, то есть любыми спицами. Выкройку штанишек у меня есть в группе ВКонтакте. Также я ее оставлю здесь в сообществе, чтобы вы смогли определиться по размерам. По пряже. Я вязала штанишки из такой пряжи. Это пряжа Baby Cotton, стопроцентный хлопок, 50 грамм, 180 метров, одна ниточка. И также добавляла две ниточки пряжи. Это состав пряжи 70% мериноса и 30% кашемира. Метраж такой пряжи 3000 метров на 100 грамм. В две ниточки получается 1500. То есть ниточка служила как бы типа утеплением или вот для стабильного полотна, для того, чтобы девочка вот носила ее весной, там, в прохладное лето. Поэтому мы с заказчицей решили именно вот такой состав. Повторюсь, вы можете вязать любым составом пряжи. И хлопок, и меринос, и кашемир. Можно из альпаки связать. Зимой будут очень тепленькие штанишки. По моей плотности получается, что я вязала спицами 3,5. Два комплекта у меня был, то есть одни спицы были круговые и одни спицы чулочные, поскольку изделие все идет без швов. И плотность моей работы это 12 петелек в 6,5 сантиметров и 8,5 сантиметров это 19 рядов. Я обязательно напишу свою плотность. По весу. Я взвесила штанишки. Мои штанишки весили 120 грамм. Сколько точно какой пряжи ушло, я не могу сказать, поскольку отдельно, кажется, не взвешивала. Ну вот общий вес 120 грамм. Все, что, кажется, нам надо, я вам показала, поэтому будем приступать к нашей работе. Я буду делать наборный край итальянским способом, поскольку вяжу из хлопка, а хлопок достаточно плохо держит резинку. Первую петельку делаю как обычно. И теперь набираю первую петельку, спицу завожу за ниточками, получается, сверху. Затем ниточки перекрещиваю, и получается первая петля. Теперь за заднюю ниточку я подхватываю точно так же. Уже теперь также ниточки перекрещиваю. Получается еще одна петля. И таким образом я буду набирать свои петельки. Последнюю петлю я наберу обычным способом, то есть просто вот так. Я набрала петельки, и следующие два ряда буду вязать полной резинкой. Первую петельку я снимаю. Теперь у меня идет лицевая. Следующую петельку снимаю. Нить перед работой. Лицевая. Петельку снимаю не провязанной, нить перед работой. И так я провяжу вот второй ряд и третий. Я провязала два ряда полой резинки, и таким образом у меня образовался этот наборный край итальянским способом. И сейчас я уже буду замыкать свою работу в круг и вязать резинкой, чередуя одну лицевую, одну изнаночную. Для этого я вот одну петельку подхватываю. Это для того, чтобы замкнуть нашу работу в круг. И меняю ее местами. Вот так.
последнюю петельку. Меняю местами. И теперь буду вязать. У меня первый получается изнаночная петля. Изнаночная петля. И я уже буду продолжать. Одна лицевая, одна изнаночная. Одна лицевая, одна изнаночная. И я буду повязать по кругу на нужную мне высоту моей резиночки. Я связала резинку. Она у меня получилась 15 рядов и по ширине 4 сантиметра. Мне этого достаточно. Сейчас я буду переходить, делать ряд с прибавлениями. В моем случае у меня получается, что у меня было 90 петелек в наборном крае, и сейчас надо 108. Чтобы получилось 108, мне надо из каждой пятой провязать дополнительную петельку. И я сразу же перехожу на чулочную вязку, но вяжу пока спицами меньшего размера. И вяжу 1, 2, 3, 4. Из пятой нам надо провязать 2. У меня пятая вот в данном случае получается лицевая, поэтому я сначала провязываю одну петельку за переднюю стенку, следующую петельку за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4. Я дохожу до пятой петли. Мне надо также из нее провязать 2 петли, но здесь уже изнаночные. Поэтому я сначала провязываю за заднюю стенку, теперь провязываю за переднюю стенку. Итак, я прибавлю все петельки, расставлю маркеры, которые у меня будут обозначать боковые, ну как бы боковые линии. И уже следующим рядом я перейду на спицы большего размера и буду в первую очередь вывязывать росток. Я сделала ряд с прибавлениями и сразу же сделала расчеты для ростка. Росток идет у нас где-то 1,5–3 сантиметра в зависимости от размера наших штанишек. Я буду делать 2 сантиметра, посчитала по своей плотности. У меня получается это 6 рядов. 6 рядов или 3 точки разворота мы будем с вами делать по лицевому ряду и 3 точки разворота по изнаночному ряду. Вот я так отметила. Я не стала усложнять расчеты, просто от боковых петелек, где вот у нас должны, они у нас боковые петельки будут первой точкой разворота. Даже наоборот не первой, а последней точкой разворота. И я отступила по 3 петельки. Вот маркер развесила, будет еще одна точка разворота и вот еще одна. Таким образом по 3 петельки и посередине 42 петли. Теперь я сразу же беру уже спицы большего размера, чтобы не забыть нам с вами, что мы переходим уже на вязание основного полотна. И начинаю вязать наши петельки до первого, вот до маркера, который у нас обозначает наши центральные петельки. Вот, то есть я провяжу, вот перекину один маркер, второй, потом вот центральные 42 петли и дойду вот до этого маркера. Я довязываю до маркера. Маркер убираю, он мне сейчас уже не нужен. Работу поворачиваю. Первую петельку снимаю, делаю ниточку от себя и вяжу изнаночный ряд. Я укороченные ряды делаю немецким способом. Вы можете вязать любым способом, который вам больше нравится. Суть здесь не меняет. Главное нам с вами сейчас вывязать наши укороченные ряды.
Я дойду до первого маркера уже по центральной части, работу поверну, по лицевой части вернусь и до следующего маркера. И таким образом я вывяжу все укороченные ряды. Я вывязала все укороченные ряды. Таким образом вот у меня получился росток. Вот, когда мы соединим нашу работу в круг, спинка будет по длине больше, чем перед, и за счет этого штанишки не будут сползать с нашей попочки. Теперь я просто продолжаю вязать по кругу до того момента, как начну вывязывать ластовицу. Я довязала свои штанишки до того места, как буду вывязывать ластовицу, но сначала надо сделать небольшие расчеты. Нам с вами надо определить ширину ластовицы. Она где-то идет около 5 сантиметров. Я посчитала по моей плотности это 10 петелек. Поэтому ширина ластовицы у меня будет 10 петелек. Я прибавление буду делать вдоль двух петелек, которые вот я отметила маркерами по центру переда и спинки. Таким образом мне надо прибавить еще 8 петелек с двух сторон по 4 петли. То есть мне надо сделать по 4 прибавления. Вот я отметила, будет 1, 2, 3, 4. 4 прибавления. И между этими прибавлениями я сделаю по 2 ряда. Буду прибавлять в каждом третьем ряду. Таким образом, и плюс вот после 4-го прибавления я провяжу 1 ряд. Таким образом, мне надо провязать 11 рядов. От резинки до конца ластовицы по моим мерочкам получается 43 ряда, минус 11 рядов ластовица. Поэтому я вот сейчас на данный момент провязала 32 ряда. И еще раз повторюсь, отметила вот маркерами по 2 петли по переду и по спинке. Если у вас получается, например, не вот как у меня 84, так, у меня сколько получается? 40, запутал, да, 54 петли. А если у вас, например, получается, ну, пускай там 57, 43 петли, нечетное количество это петелек, то можно центральную сделать или 1 петельку, или 3 петельки. Большой разницы нет. Все зависит от толщины пряжи, из которой вы будете вязать. Поэтому вы можете так, или 1, или 3. В моем случае это 2 петли. Я довязываю до маркера, до первого. Делаю прибавление до первого маркера, до вот своих. Маркер перекидываю. 2 петли, которые у меня будут проходить по центру. Маркер перекидываю и делаю прибавление после маркера. Единственное, здесь я делаю прибавление от себя. Вот таким образом. И продолжаю вязать. Я провяжу эти все петельки, дойду до ластовицы, которая будет у меня по переду проходить. Точно так же сделаю прибавление вдоль вот этих 2 петелек. Следующие 2 ряда я буду вязать без прибавления. И таким образом я провяжу 11 рядов. Я вывязала ластовицу. Вот что у меня получилось. Вот эти 10 петелек, 2 центральные и 4, которые я прибавила, по 4 с 2 сторон. И с другой стороны. Теперь я буду уже вязать отдельно одну ножку. Для этого я буду вязать уже чулочными спицами. Я провяжу вот эти петельки до начала ластовицы и перейду ко второй половинке. То есть, таким образом, у меня ластовица с 2 сторон и петельки другой ножки останутся на дополнительной спице. А я замкну свою работу в круг и буду вязать уже, вот, повторюсь, чулочными спицами. Вы можете вязать любыми спицами, какими вам удобно. Но вот я привыкла чулочными, поэтому я буду вязать ими.
Если вы не любите вязать по кругу ножки, поскольку, да, это все-таки уже изделие, получается тут небольшое количество петелек, можно связать и со швом. То есть вы переходите на работу. Единственное, не забывайте, что вам с двух сторон надо будет добавить по одной петле. Это кромочные, которые, когда вы будете зашивать, они как раз вот вдоль кромочных и будете, как говорится, делать шов. А я продолжаю вязать дальше. После того, как я объединила ножку в круг, я провязала 15 рядов и сейчас буду делать первые убавления. Вот мои расчеты, чего я рассчитывала. У меня высота ножки 21 сантиметр. Я перевела в ряды, это получается 46 рядов. По низу моих штанишек будет проходить узор, такой же, как вот на тунике. Вот этот узор. Раппорт этого рисунка 12 рядов и плюс 2 ряда я провяжу платочной вязкой, чтобы краешек не подворачивался. Я отметила эти 14 рядов. И таким образом у меня останется провязать 32 ряда. Сейчас у меня на спицах 52 петли. Раппорт рисунка 8 петелек. То есть мне надо убавить 4 петли. Я буду убавлять с двух сторон, вот, как здесь будто бы проходит у меня шов с двух сторон. То есть за один раз я убавлю 2 петли. Поэтому я вот провязала 15 рядов, в 16 убавлю 2 петли и еще 15 рядов в 16 еще сделаю одно убавление, для того, чтобы перед вывязыванием узора у меня узор был кратен раппорту моего рисунка. Я буду, как и говорила, с двух сторон убавлять. Я провязываю одну петельку и следующие 2 петли провязываю вместе лицевой. Я привяжу эту спицу, потом следующую. И когда буду вязать третью спицу, когда у нее останется 3 петли, я вторую и третью от края провяжу 2 петли вместе лицевой. И затем еще, повторюсь, 15 рядов провяжу без убавления и еще один раз сделаю убавление. Вы уже ориентируетесь на свой рисунок. Если вы хотите там с рисунком, значит точно так же придерживайтесь, чтобы раппорт был как-то кратен 8 петелькам. Если у вас какой-то другой раппорт, значит раппорт того рисунка, который будет у вас. Я начинаю вывязывать рисунок. Первый ряд раппорта моего рисунка. Одна изнаночная, одна лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Я петельки предварительно переворачиваю, чтобы они не получились скрещенными. Лицевая. На этом раппорт провязан полностью. Следующий ряд мы вяжем, как смотрят наши петельки. Лицевые накиды мы провязываем лицевыми. Если вы вяжете прямыми обратными рядами, мы вяжем так же, как смотрят наши петельки. Накиды мы провязываем изнаночными петельками. Третий ряд. Одна изнаночная, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. Изнаночный ряд мы вяжем, как смотрят петельки, накиды провязываем лицевыми. Пятый ряд.
1 изнаночная, 1, 2, 3, 3 лицевых. И сейчас нам надо с вами сделать шишечку. Можно делать как вам нравится, любым удобным способом. Мне нравится с помощью крючка. Я ввожу крючок в петельку и делаю одну воздушную петлю. Накид, петелька, накид, петелька. И еще один раз накид и петелька. И теперь все петли на крючке я провязываю вместе. И уже перевожу на рабочую спицу. Вот такая шишечка у меня получилась. 3 лицевых. Изнаночный ряд следующий, а мы вяжем, как смотрят наши петельки. 7 ряд. 1 изнаночная, накид, 2 петли вместе с наклоном вправо, ой, извините, влево, 3 лицевых, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид. Следующий ряд мы будем вязать точно так же, как смотрят наши петельки. Накиды будем вязать изнаночными петельками. При круговом и обратном вязании у нас накиды мы будем вязать лицевыми петельками. 9 ряд. 2 изнаночных, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 изнаночная. Следующий ряд мы вяжем, как смотрят петельки. Накиды мы вяжем изнаночными петельками. 11 ряд. 3 изнаночных, 1, 2, 3, накид. Следующие 3 петли нам надо провязать вместе лицевой, но я предварительно 2 петельки, первую и вторую, переворачиваю и меняю местами, чтобы вторая была поверх первой. И уже эти 3 петли, так, надо и вот эту перевернуть, третью, и уже 3 петли я провязываю вместе лицевой. Накид, 2 изнаночные. Следующий ряд у нас с вами будет 12, мы провязываем полностью изнаночными петельками. Следующий ряд я буду провязывать изнаночными петельками, но чтобы внизу штанишки не были широкими, я буду равномерно убавлять по 2 петли в каждом раппорте. Вот он у меня, то есть первый раппорт. Я провязываю 1 изнаночную. Следующие 2 петли я провязываю вместе. Раз, 2, 3. 3 изнаночных. И еще 2 петли я провязываю вместе изнаночной. Таким образом, у нас с вами в раппорте останется 6 петелек. И я так продолжу вязать еще 2 или 3 ряда, чередуя один лицевой ряд. Вот сейчас это будет у меня изнаночный, следующий будет один лицевой ряд, другой ряд изнаночный, для того, чтобы у меня получилась платочная вязка. Так как при круговом вязании, чтобы получилась платочная вязка, нам надо с вами вязать, чередуя один лицевой, другой изнаночный ряд. Я провязала 3 ряда. И сейчас буду уже закрывать петельки. Буду закрывать с помощью крючка. Снимаю 2 петельки и провязываю их вместе.
Следующую снимаю петельку и провязываю вместе. Сейчас делаю 2 воздушные петли и ввожу крючок в петельку, которую мы закрывали. Достаю ниточку и пропускаю через петельку. Вот у нас с вами получился зубчик. И повторяем. Одну петельку снимаем, закрываем, еще одну петельку, 2 воздушные петли, делаем зубчик. И еще раз. Одну петельку закрываем, следующую петельку, 2 воздушные петли и наш зубчик. И таким образом я закрою все свои петли. Я перенесла петли ластовицы на запасную ниточку. И у меня осталось те петельки вот моей второй ножки, которые я буду вязать уже. Точно так же я сейчас перенесу их на чулочные спицы и буду таким же образом вязать вторую штанишку, как уже у меня связана одна. Я свяжу, а уже как буду сшивать, я покажу. Я сшиваю трикотажным швом, вы можете сшивать любым способом. Можно сразу же закрыть петли ластовицы и сшить просто иголочкой. Можно закрыть с помощью крючка. Ну, используйте тот способ, который нравится вам больше всего. Я связала штанишки, и мне теперь осталось только сшить ластовицу. Я перенесла петельки на спицы, чтобы было легче сшивать. Также закрепила ниточку, и теперь буду сшивать. Я ввожу иголочку, нижней вот спицы, которые ко мне ближе, сверху вниз. Следующую в петлю я как бы снизу вверх спицу убираю. И сейчас точно так же мы в петельку сначала сверху вниз, а теперь снизу вверх. Наши петельки снимаем и повторяем. Сверху вниз, снизу вверх, снизу вверх. Здесь точно так же. Сверху вниз, снизу вверх. Я сшила всю ластовицу. Вот такой у нас с вами незаметный шов получился. Убрала также все ниточки и сейчас буду стирать свои штанишки.